Наконец ты решишься на это. На что же? Давай разбираться вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Я уже даже не удивляюсь, когда у нас сигнификации выпадает десятка кубков. О чем это говорит? Либо же вы человек, который живет вот именно семьей, да? Вообще, я не имею в виду, что сейчас вот у вас именно семья. Вы человек семейный, вы человек, который, возможно, ценит семейные традиции. Вы сторонник крепких, серьезных отношений, а не какой-то там гуляка-забияка, да? Возможно, вы уже нашли женщину, может проиграться, что вы уже встретили женщину на сегодняшний момент, с которой вам хорошо, в которую вы влюблены. Это новая история, может быть, но которую вы рассматриваете как женщину для дальнейшей совместной жизни, для брака. Если сегодня на сегодняшний день, да, у кого-то проиграется отсутствие такой женщины, да, потому что у нас выпал и отшельник, это общий расклад. Эта ситуация не меняет. Вы точно такой человек семейных ценностей, вы человек, который, возможно, имеет надежды на то, что вот когда-нибудь, рано или поздно, но все-таки вы встретите женщину для любви и для семьи. Для вас отношения без любви не имеют смысла. Вот если вы женщину не любите, ну хотя бы даже не симпатизируете, вы никогда не свяжетесь с такой женщиной. Даже для того, чтобы пороманить, так скажем, да, потому что это общий расклад, и среди вас, конечно же, тоже есть те, которые могут периодически романить, неважно по какой причине. Но для вас все равно нужны хоть какая-то вот, хоть капелька чувств, симпатии, заинтересованность. Вы не можете, да, вот просто вижу женщину, не вижу препятствий. Все, бобик в бой, вперед в будочку, да, пасть порву, моргала выколю, да. Ну, то есть нет, мои хорошие, для вас вот чувство это ваше все. Причем, конечно же, вы всю жизнь мечтали, может быть, даже и сейчас ждете, что чувства будут взаимными. Не у всех из вас были, к сожалению, взаимные чувства, но об этом вы узнали уже попозже, не сразу, не тогда, когда там женились, сходились. Вы об этом узнали, когда женщина показала вам свое истинное лицо, и тогда вы поняли, что оженились-то совсем не на той, на ком хотел и о ком мечтал, да? Потому что это получилась овца, вернее, волк в овечьей шкуре, да? Овца, да? Представляю, сейчас будете ухахатываться. Ну и, конечно же, отшельник, да, отшельник могут проигрываться сейчас у вас, у кого-то энергии одиночества, причем такого тотального одиночества, когда вроде бы и людей полно, а ты ни с кем не хочешь не общаться, ты ничего не хочешь. Хотя когда-то, ох, как вы общались, ой, какая у вас была бурная жизнь, активная жизнь, чего только не было. Знаете, вы столько пережили, что вам можно смело садиться, книжку, мемуары писать, какие-то воспоминания. Только, к сожалению, наверное, эти воспоминания можно назвать, либо же, я не знаю, триллер какой-то, может быть, боевик, да, потому что за что-то вечно боретесь, что-то отстаиваете, да, вот какие-то свои границы, может быть. То есть у вас было столько событий разных. Ну, здесь, конечно, весело было. Одиночество в толпе – это, конечно, ужасное чувство, и те, кто сейчас в нем находятся, я искренне вот сочувствую, потому что это, ну, это дикая боль, когда вроде бы ты не один, у тебя есть с кем общаться, а общаться-то не хочется. Давайте-ка сделаем опрос, ребят, вот в каком вы сейчас настроении пребываете? У вас действительно такие упаднические настроения, когда жизнь не мила, ничего не хочу, одиночество в толпе. Либо же наоборот, у вас какая-то эйфория, у вас там новые отношения, у вас предвкушение.
предвкушение чего-то такого супер классного. Напишите. Вы человек, который, ну, бесстрашный. Вы сами по себе вообще бесстрашный. И, возможно, даже были ситуации, когда вы могли один против там нескольких человек отстаивать свою точку зрения. Может быть, это там по работе было, еще где-то. Когда вы один могли, допустим, вот, может быть, даже были ситуации, может, даже по молодости, вот раньше было, вы боролись с более сильным соперником. Ну, может быть, у кого-то проиграется и в темном переулке, да. Может быть, где-то вы тоже защищали девушку когда-то один против толпы, да. Вы и сейчас такой бесстрашный. У вас есть вот какая-то такая черта, что, ну, реально, когда опасность вашим близким, подступает опасность, адреналин захлестывает, конечно, и вы уже реально, вижу цель, не вижу препятствий, вы идете в бой смело. Ну, давайте-ка смотреть, на что же вы все-таки решитесь. Я буду называть, как всегда, разные ситуации, поскольку это общий расклад. А вы берите себе, кому что подходит. Итак, на что же вы решитесь? Кто-то из вас решится на переезд. Причем переезд, который, может быть, вы давно планировали. Это может быть другая квартира, да, может быть, вы просто будете снимать. Это может быть переезд, там, допустим, из деревни в город, из города в деревню. Это может быть переезд за границу на постоянное место жительства. Разные варианты могут быть. Но вы эту историю оттягивали. По каким-то причинам вы оттягивали. А здесь очень резко как-то вот начнут события ваши в вашей жизни складываться, что однозначно для себя четко решите, что все, я переезжаю, и никто и ничто больше не остановит. Далее кто-то из вас реально решится, ну, то ли свое дело открыть. Это будет что-то такое грандиозное, о чем вы давно мечтали. Это начнет, в общем-то, сбываться ваша давнишняя мечта. Здесь можно будет и финансы хорошо подзаработать, если вы начнете заниматься этим делом. И, кстати, даже у вас есть человечек, то ли он будет вашим компаньоном, то ли это человек, который как вот спонсор, меценат, может быть, да, который финансово вам поможет сначала. Может быть, это тоже, кстати, друг, один из ваших друзей-приятелей, просто финансово вам поможет, пока вы будете открываться. Но, опять же, это история, когда вы, знаете, вот вы почему решитесь на свое личное дело? Потому что, во-первых, раньше не хватало финансов, возможно, не было компаньона, да, возможно, там, я не знаю, не было, пока вы искали, и здание, да, потому что арендовать здание, но здесь много разных моментов, то есть вот эти все подоплеки, они вас тормозили. А здесь вот все звезды сойдутся, тем более человечек, который вам сможет даже финансово помочь, найдется, и вы четко решите, что все, да, вот я все вот эти вот финансовые, там какие-то организационные моменты я порешал, теперь можно смело в бой. Денежка будет неплохая, если вы вот все сделаете правильно, по-честному, по закону, да, без каких-то махлеваний, без каких-то таких подводных камней, вот только именно если честно. Так, на что еще вы можете решиться? Смотрите, те, кто сейчас, может быть, проживает в токсичных отношениях, вы решите поставить точку. Причем эта точка в мыслях, да, вот в голове, она у вас давно уже поставлена. Вы понимаете, что любви больше нет, ничего между вами нет. И как бы вы ни откладывали, как бы вы ни пытались оправдать отношения, как бы вы ни пытались склеить эти отношения, вы понимаете, что толку нет, время идет, жизнь идет, а ничего не меняется, отношения еще больше ухудшаются. Поэтому, причем у вас есть тоже группа поддержки, возможно, это друзья, семья, может быть, братья у кого-то, которые вас всячески поддерживают, может быть, подсказывают, как лучше сделать, да, чтобы
ну, при малых затратах, да, чтобы вы не пострадали, чтобы, возможно, даже кто-то вам и квартиру на какое-то первое время предложит, чтобы вы пожили, да, вот когда уйдете. То есть у вас есть такая классная группа поддержки. Поэтому это будет тоже такое важное решение, которое перевернет каким-то образом вашу жизнь. Но забегая вперед, скажу, чтобы вы не расстраивались особо, потому что после того, как вы разойдетесь со своей женщиной, ваша жизнь начнет улучшаться. И, в общем-то, по карьере в первую очередь. А для мужчины это очень и очень важно, да, когда ты добытчик, когда у тебя есть дело какое-то, работа. Здесь может быть даже вы поменяете работу, и работа будет, которая будет приносить вам довольно много денежек. Прибыльная очень работа будет. На что еще вы решитесь? Ну, здесь, да, здесь вот суды, алименты, то есть это то, что я только что, в принципе, говорила, юридические моменты. Придется, конечно же, побегать, да, по адвокатам, по юристам, порешать эти все моменты, но, тем не менее, будете очень и очень в выигрыше. Далее, то, о чем вы когда-то давно мечтали. Но на что у вас, но это не именно вот про работу, что я говорила, да, что вы оттягивали, это немножко другое. То, о чем вы раньше мечтали, начнет сбываться. Причем это может быть еще, знаете как? Это может даже касаться личной жизни. Возможно, есть женщина, которой вы давно симпатизируете, но почему-то пока вы еще не в отношениях. Что-то вас останавливает, да, вот либо же вы были, особенно если вы были в отношениях. Но вы уже заприметили эту женщину, и вы решите все-таки вот теперь как бы я свободен буду, да, и я буду атаковать эту даму. То есть вы будете пробовать с этой такой знакомой женщиной, в каком-то смысле знакомой, потому что вы все равно с ней пересекаетесь, пробовать с ней сближаться. Далее решитесь на какую-то такую финансовую акцию, но это будет касаться тех среди вас, у кого, ну, такие довольно неплохие доходы, средние, выше среднего. Возможно, вы начнете какой-то благотворительностью заниматься, возможно, кому-то помогать, я не знаю, там, донатить, волонтерством заниматься. Но какую-то сумму вы примете решение отдать эту сумму, чтобы помочь каким-то людям. Это будут люди какие-то нуждающиеся, может быть, детский дом, может быть, там, я не знаю, какие-то переселенцы, может быть, просто семьи малоимущие. То есть вы выделите какую-то определенную сумму, может быть, вы одежду там ненужную выделите. Причем раньше, возможно, вы даже такими не занимались. Это будет как бы впервые, но это будет, ну, такой большой-большой жест. На что еще вы решитесь? Ну, те из вас, которые, как я уже вначале говорила, имеют новые отношения, да, вот женщину, которую вы рассматриваете как свою будущую жену, вы, я думаю, в скором времени все-таки решитесь сделать ей предложение. Это будет какая-то красивая такая история, ну, чуть ли не на колено, может быть, вы станете, да, вот, ну, как-то вот красиво, в какой-то уютной обстановке. Может быть, там кафе, ресторан, да, вот красиво вы это, романтично все сделаете. Причем вы можете быть в этот момент даже не одни. Может быть, вы там вчетвером соберетесь в компании, да, и здесь вы такой вот сюрприз. Достаете кольцо, и, ну, и, в общем, как в фильмах. Поэтому здесь, конечно, будут счастье такое у нее, вы не представляете. Она так ждет, эта женщина ждет от вас уже давно этого шага. Она уже немножко даже начала переживать, что а вдруг вы там, ну, довольствуетесь тем, что есть, а вдруг вам достаточно просто встречаться. На что еще вы решитесь? Кто-то из вас, кто, возможно, поставил крест на своей жизни. Будут события развиваться так, что, возможно, даже кто-то из вас излечится от какой-то болезни.
Это может быть серьезная болезнь. Может быть, вы уже там, ну, действительно на жизни крест ставили, да, уже думаете к праотцам скоро идти. Нет, эта болезнь излечится, встретится вам на пути, на жизненном пути новый доктор. Может быть, вам посоветуют, может быть, вы сами как-то по слухам, по отзывам найдете. Те, кто болеют, найдется человечек более опытный, более компетентный, который вас излечит. Также вы решите сделать шаг к человеку, с которым вы, возможно, сейчас находитесь в конфликте. По-разному может проиграться. У кого-то это родственники, у кого-то друзья, там, соседи. Ну, с кем вы поругались, с теми будете протягивать, так скажем, руку первой. Знаете, скорее вас подтолкнет к этому вот какая-то ситуация, вот что-то такое вы либо увидите своими глазами, либо услышите какую-то, может быть, историю, и вас это настолько вот подтолкнет, настолько вы проникнетесь чужой болью. Ну, это из разряда сколько той жизни, да, что мы будем ругаться. Вот, ну, приблизительно в таких вот мыслях. Поэтому наплюете на все, да, и все-таки попытайтесь сделать этот шаг примирения, и все у вас получится, и наладятся отношения. Ну и, конечно же, на что вы еще решитесь? Вы решитесь, знаете, ваша интуиция, будет какой-то момент, что ваша интуиция вам подскажет, что есть рядом лицемер. И вы решите избавиться от этого человечка, избавиться из своего окружения, да? Не в прямом смысле, ни в коем случае. Вы, возможно, сделаете какую-то ловушку, возможно, что-то такое придумаете, что человек просто попадется. Знаете, как обычно делают? Ну, распускают какой-то слух, да, и говорят, вот, ну, по секрету там, да, тебе говорю, вот этому человеку, который ты знаешь, что он предатель. Ну, только никому, да? А потом в скорости ты узнаешь уже второй, третий, пятый, десятый, уже все знают эту историю. Ты понимаешь, что этот человек, которому ты по секрету говорил, он уже рассказал всему городу. Поэтому будете тоже что-то придумывать, какую-то ловушку, западню какую-то ему. Очень быстро попадется, очень быстро поставите его на место. Ну и, конечно же, поставите точку во всех ваших взаимоотношениях. И, в принципе, я считаю это правильно. Вот такой был сегодня расклад. Берите, кому что подходит, разные ситуации. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!